Зеленский не имеет права встречаться с президентом России, об этом заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Жириновский не преминул оскорбить президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский не имеет права приглашать президента России на встречу. Зеленский и его команда, никто. Зеленский вчера обратился к Путину и пригласил его встретиться на оккупированном Донбассе. По его словам, встреча на линии соприкосновения поможет максимально точно увидеть и разобраться в ситуации. При этом он сказал, что приезжал туда каждый месяц. Глава террористического режима в Карабахе, сепаратист Арая Карутюнян, был вызван в Москву. Согласно армянским источникам, главный сепаратист встретится с российскими спецслужбами. Москва готовится к выводу армянских войск из Карабаха, окончанию военного присутствия Армении. Правительство США намерено продолжить военную помощь Украине. Мы очень привержены нашему партнерству с Украиной. Украиной это важно для нас. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2 миллиардов. Содействие безопасности Украине для защиты от российской агрессии, сказал он. Нед Прайс. Мы работаем над доставкой, сказал Прайс. Президент США готовится признать геноцид армян, как сообщает Wall Street Journal. Об этом заявили источники в администрации Байдена, которые не пожелали называться. По их словам, 24 апреля президент Джо Байден официально признает геноцид армян, имевший место во время Первой мировой войны. Этот шаг может серьезно повредить двусторонним отношениям между Турцией и США. В 2019 году Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в начале Х века. Мы отдельная цель Беларусь и Россия, а также цели других стран. Мы должны привыкнуть к жизни в условиях внешней опасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, слабость Москвы или Минска увеличивает опасность для окружающих. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси. Запланирована встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На встрече будут обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества и торгово-экономических отношений. После известного визита премьер-министра Армении Николь Пашкины в Зангезур 21 апреля Армения совершила провокации на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы ГПС. Так, вечером того же дня позиции Государственной пограничной службы, расположенные в селе Сиидлар Зангиланского района азербайджано-армянской границы, а также позиции пограничной службы ФСБ РФ, обслуживающие в этом направлении, были обстреляны. Армянские военнослужащие. Российские пограничники обратились к своим азербайджанским коллегам в связи с инцидентом, заявив, что преступники были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать на инцидент. Учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили. После инцидента азербайджанской стороне стало известно об удалении с территории провокационных армянских военнослужащих. В то же время, в тот же день группа из 30-40 человек, направляясь к государственной границе в направлении села Шурнух-Губадлинского района, скандировала антиазербайджанские лозунги на армянском языке. Госпогранслужба официально заявляет, что если подобные провокации в будущем повторятся, мы отреагируем самым резким образом.